Рада вас видеть на своем канале. С вами, как всегда, Наталья Соколова, ваш проводник в мир шоу-бизнеса. И сегодня я для вас подобрала 3 громких новости, которые, надеюсь, вам понравятся. Вы захотите их обсудить в комментариях. Но начну я, пожалуй, с артиста Геннадия Хазанова. Появилась информация, что народный артист РСФСР распродал практически всю принадлежащую ему недвижимость в Москве и Подмосковье. Только представьте этот масштаб. Общая сумма сделок составила около 700 миллионов рублей. За последний год он расстался с 5 объектами недвижимости. Среди проданного имущества квартира на Малой Молчановке площадью 246 квадратных метров, квартира на Спиридоновке площадью 255 квадратов, трехэтажный дом в Одинцовском районе с участком, квартира на Серафимовича и еще одна в поселке Сосны. У артиста осталась лишь одна небольшая квартира площадью 39 квадратных метров за Москва-Речи. Когда журналисты напрямую спросили Хазанова о причинах такой крупной продажи, он отказался это комментировать, заявив, что не считает нужным никому давать объяснения. При этом спектакли с участием артиста пока продолжают анонсироваться в российских театрах до конца года. Неужели тоже решил уехать из России? Остается только гадать. А сейчас внимание, обязательно досмотрите до конца, потому что дальше я расскажу вам шокирующую новость. Речь пойдет о том, во что может вылиться обычный визит к косметологу. Поверьте, каждой женщине нужно об этом знать. А пока продолжим. Экс-солистка Виагра Альбина Джанабаева впервые публично прокомментировала слухи о расставании с Валерием Меладзе. В эксклюзивном интервью для подкаста «Ничего святого» певица неожиданно заявила, что все разговоры о проблемах в их семье и возможных изменах – полная чушь. «Может, я не типичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю», – призналась Альбина. Она подчеркнула, что совершенно не ревнует супруга к многочисленным поклонницам на концертах, только счастлива за его успех. В эмиграции супруги нашли новое увлечение. Они стали активно развивать свои социальные сети. Они снимают забавные ролики с популярными блогерами, такими как Максимом Лучаком, Павликом Водолеем и Андреем Савочкиным. По словам Альбины, Валерий Меладзе проявил себя как настоящий режиссер. Он постоянно придумывает идеи для контента, сочиняет шутки и присылает ей забавные сообщения. Даже младший сын Лука иногда участвует в съемках, хотя певица долго сопротивлялась показывать детей в соцсетях. Певица призналась, что спокойно приняла новую роль домохозяйки. А на вопрос, с кем бы она была готова поставить дуэт, артистка категорически исключила из этого списка Ольгу Бузову, заявив, что они находятся с ней в разных плоскостях. А вот с Мари Краймбрери она бы с удовольствием записала песню. Ну а теперь та самая важная новость, о которой я говорила в середине ролика. Так вот, речь пойдет об актрисе Вере Сотниковой, которая недавно столкнулась с настоящим кошмаром после обычной косметической процедуры нитевой лифтинг. 65-летняя Вера всегда считалась одной из самых красивых актрис и тщательно следила за собой. Она обратилась в элитную московскую клинику за омоложением, но вместо красоты получила серьезное увечье. Ее обманули еще до начала самой процедуры. По словам актрисы, она записалась к одному рекомендованному врачу, а процедуру почему-то провела начальница клиники. Более того, изначально была договоренность о бесплатной операции в обмен на положительный отзыв артистки в соцсетях и на сайте клиники. Но в итоге с нее еще потребовали 70 тысяч рублей. Но самое страшное началось позже. Лицо актрисы покрылось гематомами, а подтягивающие нити сместились и образовали болезненный комок в подбородке. Когда Сотникова обратилась с жалобой, в той же клинике попытались исправить ситуацию. Но это только усугубило проблему. Нити не закрепили должным образом, натянули их вниз вместо изначального направления вверх, а затем сделали дырку в подбородке, обрезали нити и заклеили пластырем. Потом нити через этот надрез все равно будут торчать и кровоточить, с горечью сказала актриса. В итоге Вере пришлось ехать в Санкт-Петербург к опытному врачу, который удалил неправильно установленные нити скальпелем, буквально счищая их с кожи. Представляете, через что ей пришлось пройти? С учетом стоимости операции, дороги, гостиницы и проживания, общие расходы составили около 1 миллиона рублей. Представляете? 1 миллион рублей на исправление чужих ошибок. Вместо бесплатной процедуры она получила убытки и пережила настоящую травму. Сотникова решила поделиться этой историей в социальных сетях, чтобы предупредить других женщин об опасности обращения в непроверенные клиники. Ну а на сегодня это все новости. Если было интересно, не забудьте поставить лайк под этим видео и до скорых встреч!